Всем привет, канал Пользы.нет, меня зовут Саня, и, как говорится, единообразно и безобразно топим Motorola X50 Ultra, потому что здесь есть IP68, и он этого дела, по идее, не боится. Вот так вы сможете снимать под водой. Я, если честно, Motorola довольно опасаюсь опускать, потому что это как ZTE для меня в каких-то моментах. Это дело вроде живое, если оно погибнет каким-то образом, я обязательно вам об этом расскажу в своей личной телеге. Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Motorola X50 Ultra или Edge 50 Ultra в глобалке, или как они там его еще в Европе называют, но в Европе он стоит в 2 раза дороже, чем на Али, поэтому о нем я рассказывать буду слегка с улыбкой. Здесь у нас направленный микрофон, съемка в 4К, что на основной модуль, что на фронталку, на основной модуль в 4К 60 FPS. Помимо этого 144 Гц экран, помимо этого зарядка реальная я проводил на стриме за 21 минуту с 0 до сотки. Он спокойненько тянет 30 минут Diablo на максималках, притом тач даже не отваливается. Плотность пикселей субфлагманская в 450 ppi, 1900 люксов он выдает в максималке на пике в яркости, и это более чем достаточно. У него Snapdragon 8S Gen 3, это супер современный процессор, но, несмотря на то, что все так радужно звучит, и то, что у него, к слову, все бенды на борту, помимо этого, разумеется, есть запись разговора без уведомления о начале записи. Почему? Потому что это китайская версия смартфона. Единственное, что радует после всяких этих смартов с виртуальными датчиками приближения, это физический датчик, который у тебя вообще не глючит. Надеюсь, всякие Honor и Poco будут брать с него пример. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Сравню его по съемке для вас с Pixel 8a. И да, ему будет неприятно. Смотрим. Распаковка. Поставляется эта модель в черной коробке с названием модели и краткими характеристиками. Упаковка стандартная. В комплекте у нас запакованный смартфон, краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 сим-карты, блок питания на 125 Вт с разъемом Type-C и китайской вилкой, кабель для зарядки и неплохой пластиковый чехол. Весит смартфон 200 граммов, а габариты составляют 161 на 74 на 11,9 мм и 8,8 мм без блока камер. И вообще ощущается он довольно пузатым. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянно. Это я разыгрываю Poco X6 Pro за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Комментарий должен быть больше 5 слов осмысленный. В комменте вы должны указать свое имя в телеге, либо в описании своего канала и подписаться на телеграм-канал скидок. И все, вы автоматически будете в розыгрыше. Перейдем к смартфону. Поставляется данный девайс в черной, деревянной и лимитированной оранжевой расцветке. По материалам и в плане дизайна, как по мне, все неплохо. Он, во всяком случае, от всех отличается. В целом, как и в прошлых моделях, с этим проблем у компании нет. Тыльная часть смартфона выполнена под кожу, а рамка алюминиевая с матовым покрытием. Собрана модель хорошо, грани закругленные, в руке смартфон лежит комфортно. Да и пользоваться одной рукой также можно, но не супер комфортно, потому что, повторяюсь, смарт довольно габаритный из-за толщины. X50 Ultra имеет водонепроницаемость, а также защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. В начале ролика вы видели, как смартфон справляется с утоплением. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.1 Gen 2. Далее есть 3 микрофона и стереодинамики, притом очень хорошего качества, а вот ИК-порта и мини-джека не завезли. Звучание с поддержкой технологии Dolby Atmos. Удобно, что в настройках можно персонализировать его слегка. Bluetooth кодеков на борту достаточно. На экране вы видите список поддерживаемых кодеков. К слову, вибромотор линейный по оси X, тактильно приятный. Смартфон оснащен изогнутым OLED LTPS дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Экран с слегка закругленными краями, подбородок минимальных размеров, плотность пикселей субфлагманская 450 ppi, заявленная яркость в пике 2500 нит. По моим замерам, в пике экран выдал максимум 1900 люксов. Если измерять радексом, если тонашкой, то 1700 люксов.
люксов. Вообще обычная яркость у него довольно странная, всего 600 с лишним люксов. Но я считаю, что это такой вот лайфхак у них для того, чтобы батарея в нули быстро не разряжалась. И в принципе это нехорошо, потому что у конкурентов, даже у средняков, у всех уже 800-900. Частота обновления экрана максимум не 165 Гц, как в Moto X40, а 144 Гц. В настройках также можно выбрать меньше частоту обновления экрана. Мультитач на борту на 10 касаний экрана откликается без каких-то проблем. Экран поддерживает также технологию HDR10+, Dolby Vision, DC-димминг и полноценный AOT. Шим у экрана при активации DC-димминга в инструментах разработчика по прибору-то на выше 60% не поднимается. Если измерять радексом, который измеряет, к сожалению, не все, до 15% на 25% яркости. Ниже он измерять уже не может. Но в нуле шим просто космос, что с активированным DC-диммингом, что без. Так что если вы часто используете экран в нулевой яркости, будьте аккуратнее. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Работают все способы разблокировки быстро, но не сказал бы, что идеально. Кстати, сканер достаточно высоко, отпечатка пальца находится несколько. И в целом он у меня всегда от пальца разблокировался, за что ему отдельный плюс. Процессор установлен Snapdragon 8S Gen 3 и, напоминаю, имеет техпроцесс 4 нанометра и 8 ядер, максимальная частота у него 3 ГГц, и это упрощенная, получается, версия 8 Gen 2. Интерфейс MyUI версии 6.0 на базе Android 14 версии, у меня на руках китайская версия данной модели. С Edit я ее частично перевел, можно перешить на глобальную версию, в принципе, все бенды есть, 5 видов агрегации частот тоже есть, и у вас получится та же самая глобалка, только намного дешевле, единственное, без eSIM, она физически не появится здесь. Глобальная версия называется у смартфона Motorola Edge 50 Ultra. Google сервисы включаются в настройках без проблем одним тапом, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт или 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, 5G сетей, 4G сетей со всеми бендами и ниже. Проблем с датчиком приближения у меня не было. Bluetooth версии 5.4 NFC смартфон поддерживает, MirPay встает, GPS в городских условиях показывает точность стандартную до 3 метров. Далее, самый эпичный фейл. Емкость аккумулятора здесь 4500 мАч. PC-Mark он отказывался у меня проходить несколько раз, но в Work Performance он хотя бы показал 16 тысяч баллов. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 125 Вт. Мы гоняли его во время стрима на зарядке, и с 0 до сотки он у нас зарядился, внимание, за 21 минуту. Мы его только сняли с зарядки, и он показал сразу 96%, то есть 4% улетучилось просто за доли секунды с момента того, как я отключил кабель для зарядки. Вот так. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi уходит 5-6% заряда. В играх, внимание, в PUBG уходит в среднем 24% заряда и в Diablo 20% заряда. Но здесь идет такая же магия. Вы играете кайфово в Diablo в течение получаса, он в принципе тянет, поедает чуть-чуть, все хорошо, потом переходите, допустим, как я перешел в PUBG, и он показывает 60 FPS. Хотя если просто с самого начала на холодную играть в PUBG, у вас будет 90 FPS. В целом, 30 минут играем, на максималках все нормально. Больше 30 минут смарт перегревается, батарею ест быстрее и начинает очень плохо работать тач. Те, у кого были Motorola, понимают, о чем я. Тач у меня глючил и без игр в съемке, допустим. Перейдем к тестам. Что он показывает в тротлинг-тесте, вы видите. И магия в том, что часовой тротлинг-тест, он у меня ни разу не прошел. Он его просто сбрасывает, я не знаю почему. Вот на 30 минут его хватило, притом показания всегда рандомно, вы их видите на экране. Сколько он выбивал в Geekbench, в 3D Mark, как он вел себя в Antutu, все вы видите. 3 раза Antutu он у нас проходил больше, чем 1 300 000 баллов показывал. Storage тест показывает тоже очень хорошие цифры. Переходим к камерам. Основной сенсор на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса, макрорежим, автофокус, апертура 2.0. Последний сенсор — это телефото на 64 мегапикселя с трехкратным оптическим зумом, апертурой 2.4, лазерной автофокусировкой, оптической стабилизацией изображения. Запись доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 4К 60 FPS. Фронтальный сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.9 находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 30 FPS. Я сравнивал данный смарт специально со смартом Pixel 8a. Вкратце, Pixel на основной сенсор, как и на фронтальный, снимает интереснее, хотя и с перекрученным контрастом. Но если в случае с основным сенсором это играет в плюс, то на фронталке из-за этого теряется много деталей. У X50 Ultra фронталка хоть снимает не так динамично, как у Pixel, но деталей на лице она показывает больше.
лучше. В плохо освещаемых локациях Motorola выдает качественнее картинку, чем Pixel, но со светом он не особо дружит. Или, мягко сказать, вообще не дружит. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 60 FPS, два основных модуля. Pixel 8a и Motorola 50 Ultra. И вот так вы сможете снимать при рассеянном свете. Не от того, что он растерялся, от того, что нет. Самое простое определить рассеянный свет, как я понимаю, как я объясняю, это когда у тебя тени нет. Вот тени нету, свет рассеян. И он такой противненький для глаза. Можно ставить паузу, но переходить на фронталку в обоих устройствах нельзя. Так, две фронталки, обе 4К 30 FPS, хотя Pixel грамотно не показывает возможность выбора великого и ужасного FPS, frame per second, кадров в секунду. Но вот так вы сможете на фронталку себя снимать на этих двух устройствах. Романтичная Motorola просто вырубила съемку по непонятной мне причине. Ну, в общем, она так решила. Может, я нечаянно на кнопку нажал. Хотя этого дела не заметил. Очень странно, кстати, пленка треснула по центру у Motorola. Надеюсь, что это не... Прямо она треснула, прикиньте. Я первый раз такое вижу. У Pixel есть ощущение такой киношной картинки. Или есть ощущение того, что у меня фокус лицо не берет. Сейчас я нажал на фокус лица. Не знаю, что с ним. Плохо. Плохо все с Пикселем. Хотя, опять же, откуда вам больше картинка нравится? Ну что, Pixel против Motorola. От Motorola ощущения пока очень странные. В первую очередь поведение ее, то есть какие-то подглючивания, еще что-то. Но пришла обнова на 3 с лишним гигабайта, посмотрим, как она будет отрабатывать. Напоминаю, что здесь теплый свет, кто понимает, температура у него, наверное, 3200 кельвинов. То есть это не холодный свет. Если вы видите желтизну, ну, по мне, камера, значит, передает просто то, как оно должно быть. И, в принципе, с другой стороны, оно не должно на мне отражаться, правильно, а только на каких-то объектах. Но в целом, вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. Pixel со стабилизацией стоит, в Motorola то же самое, вроде бы стаб включен. Насколько хорошо то или другое снимает, решать вам. По поводу фронталки, вот сравните, это 4К 60 FPS на Motorola и 4К 30 FPS на Pixel. Разница по мне при движении, разумеется, заметна. То есть я не особо бегу, но все равно каждый шаг, как говорится, отражается. Если вы будете на Pixel на штативе снимать, это будет другая история, либо неподвижно. Но если вы будете двигаться, вот этих 60 FPS может вам не хватать. И все. Хотя шумов, смотрите на Motorola. И динамический диапазон у Motorola так себе. Ну что, 4К. Вот сейчас 4К 60 FPS. Съемка с двух рук. Конь Pixel 8a против Motorola 50 Ultra. Оба сомнительные смартфона в плане остальных характеристик, кроме съемки. Ну а в плане съемки довольно интересно их сравнить, потому что ну, необычная эта тема, правильно? Прям совсем необычная. Диковинки оба. Хотя пиксели, скорее всего, будут продаваться довольно неплохо. Опять же, когда на них скинут ценники. А вот мото довольно странная штука. И фронталка в тех же магических условиях. Видите, у мото получается частота какая-то странная. У пикселя все норм. Ловит он мерцание. Ну что, пока по ощущениям Pixel лучше, но опять же, вот я, допустим, Honor 200 Pro сравнивал с Poco F6, а потом в ролике посмотрел, а где-то Poco F6 и выигрывает. И здесь я суждений не хочу по экрану смарта каких-то делать. То есть до такой степени разная у меня может быть картинка. То есть сейчас я вижу, допустим, на Motorola жуткие просто фризы. С одной стороны. С другой стороны, может быть, в реальности их вообще нет. Вот. А на Pixel я вроде бы вижу все волшебно, но вполне возможно, что когда я посмотрю все это дело уже потом в исходниках, все это дело обработается и будет другая история.
4К 60 FPS, съемка с двух рук, на пикселе лютые шумы. А вот Motorola отрабатывает очень даже неплохо, если не считать вот этих лютейших фризов просто у камеры. И на Motorola можно уйти на ультраширик и на телевик. И все, разумеется, будет с разным динамическим диапазоном и хотя бы в одном разрешении. Ну что, 4К 60 FPS, 5:40 утра. И вот так вы сможете снимать. Мне кажется, у меня уже 33-й день пошел, когда я до 6 утра не ложусь. С двух рук утром. Если говорить про ультраширик, то вот на Motorola ультраширик сейчас менее светло, чем показывает смартфоны. Кстати, колесико довольно удобно. У Motorola максимум X5 на великому ужасном пикселе 8a. И X5, видите, максимум X20 на Motorola. Очень неплохо, кстати, X20. X1. И если брать, допустим, объект где-то X3, здесь мы включаем телевичок, то я бы не сказал, что прям... Ну вот я не вижу особо дикой разницы. Не, есть большая разница, ладно. Ну и фронталка и там 4К 30 FPS, и вы видите динамический диапазон у пикселя и динамический диапазон у Motorola. Роллинг-шаттеры. Ох, как Motorola хорошо. Хотя у кое-кого у нас из топов тоже недавно был с роллинг-шаттером проблем. 4К 60 FPS. Вот такая огромная парковка. Это уже 6-й этаж. Все забито. Буден день, МБК. Это там, где любят все делать блогеры обзоры. Motorola. 4К 60 FPS. Вот так будет выглядеть съемка на Motorola. Ультраширик 4К 60 FPS. Тоже съемка на мобилу. Ну что, это 4К 60 FPS. Съемка с одной руки. И, к слову, вот здесь, на этой злой локации, iPhone показал лучшие фото, чем Motorola, что говорит о том, что за 8 месяцев... Какие-то афризы вижу, я не понимаю, что с Motorola не то. Вот выпускают X6, X3, X1. Надеюсь, что эти выпадания кадров не будут видны. Проверю. 4К 60 FPS, креветки. А что это за фризы? Какие-то фризы непонятные. Вот так вы можете врубить. И будет такая вот печаль. Ага, стабилизация только получается Full HD. Все равно какие-то фризы. Ультраширик 4К 60 FPS. Вот так выглядит отлив. Жутковато чуть-чуть. Для кого-то нет. И на основной модуль, к сожалению, перейти нельзя. Вот это основной модуль 4К 60 FPS. И давайте сразу могу перейти на X3. Посмотрите, кстати, на мели X6. Ну вот я лучше его вижу, чем вы видите на экране. Это самая плохая характеристика для камеры. X3, X1. Кстати, максимальный зум X6 в 4К 60 FPS. X1. Еще и кнопка стоп не врубается, очуметь. Вот смотрите, немного съемки в 4К 60 FPS в движении. И пока Motorola у меня такие смутные мысли. Почему? Потому что мне не нравится, как долго она обновляется. Она обновляется нереально. Вот помните, как пиксели обновлялись там 100 мегабайт, он обновлял 2 часа, полтора. Вот здесь такая же история, очень странное длительное обновление. Плюс, когда я скидывал, допустим, опять же, видеопример, что у меня происходит с тачем, с глюками, мне некоторые люди уже написали, что у Motorola у всех и у старых тоже такая же проблема, что очень часто подглючивает тач. У меня такая история была один раз пока при съемке, и я могу это опять же списать на то, что смарт
немного используется, ему надо оптимизировать все и вся. Но все равно радости от этого мало. Вот так сможете снимать движение в 4К 60 FPS ночью с большим количеством источников освещения искусственных. И я говорю, что делать прогнозы. Во-первых, я не хочу сейчас смотреть в экран, чтобы не бояться никуда. Вот, пусть даже и медленно еду. А во-вторых, то, что я вижу на экране, это не то, что в перспективе вы потом будете видеть реально на телевизоре, или на телефоне, или на планшете. Вот если без сравнения ультраширик как снимает. 4К 60 FPS. Основа 4К 60 FPS. Телевик X3 4К 60 FPS. X6 X3. Ну что, X3, телевик, X6, кошак, X3. И вот так сможете снимать в X6 животное ночью. Задумался. Ну что же, штатный заезд 4К 60 FPS, основной модуль. Можно уходить на ультраширик. Так ни в коем случае не делаем. Но зато можем сравнить недавно Honor 200, да вообще практически со всеми смартфонами по съемке телевик X3. Смартфон прямо рядом с источником, то есть с моим ртом. И вот так вы сможете примерно снимать при съемке на этот смартфон. Может быть, будет два даже заезда, потому что есть у меня смутное ощущение, что он будет снимать чуть-чуть лучше через какое-то время. Я еще с ним похимичу. Разумеется, буду снимать при любом раскладе только в стоке. Но вот так. И еще раз ультраширик. Вы сможете снимать очень медленно, 20 км в час, спускаясь с очень вертикальной вдоль дороги. Не знаю, здесь градусов 70. Пропустил я вспышку, но главное хотя бы чуть-чуть засниму вам. Вот так вот можете снимать предметы уже после всех обновлений. И X3. Минусы: нет мини-джека, нет АК-порта, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD. Процессор тротлит, смарт перегревается, разряжается быстро. Конский ценник в глобалке ровно в 2 раза дороже, чем я его брал в китайской версии. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. И резюмировать я бы хотел довольно просто. Смотрите, здесь все всегда у Motorola зависит от цены. За какой ценник я его приобрел, я скидывал в свои личные телеги скрин. Это прям цвет, блеск, красота. Почему? Потому что бенды все, запись разговора без уведомления есть, можно перешить на глобалку. Единственное, у вас не появится eSIM, и у тебя получается девайс ровно в 2 раза дешевле, со всеми бендами, со всей агрегацией частот, с гуглами и всем остальным. Можно не перешивать. То есть у меня также Google сервисы все работают, Play Market работает, клавиатуры и остальное. Что здесь слабенькое? Разумеется, здесь слабая батарея. Разумеется, прошивка у Motorola всегда будет вторым эшелоном, потому что у них нет просто возможности сделать его первым. Очень мне понравилось, что сканер отпечатков пальцев находится довольно высоко. В целом девайс отрабатывал очень даже прилично. По съемке никаких звезд неба он не хватает. По физическим особенностям он не перегревался люто, но он толстый. То есть у вас вроде бы и маленький смартфон, но это визуальный обман. Он реально толстый. И своих недостатков, разумеется, у него будет море. С другой стороны, у Motorola довольно большое количество людей, которые ее любят, и с IP68, беспроводной зарядкой, 2 симками. Помимо этого, такими характеристиками девайса в принципе нету. Еще и со всеми бендами. Поэтому выбор-то небольшой, если вы хотите поиграться во что-то новое. Неплохой вариант второго эшелона. Это лучше, чем ZTE, по мне. Это дешевле, чем большинство смартфонов с этими характеристиками, как минимум на 40%. Но подобное брать для перепродажи я не советую однозначно. И
Опять же, скорее всего, я сейчас все-таки обращаюсь к людям, у которых есть уже Motorola, и которые понимают, что там часто тач у тебя будет отваливаться, какие-то еще мелкие недостатки, там DC-диминг тебе надо в инструментах разработчика выставить. Но с другой стороны, опять же, гуглы работают, для меня это самое важное после Huawei. Девайсу от меня за те деньги, что я приобрел, однозначно да. Смотрите в моей личной телеге скрин, за какие деньги я его купил. Надеюсь, что во время распродаж Алиш спустит ценник, и он будет еще ниже для кого-то. Мне он физически понравился, но в эти деньги я бы все равно приобрел какой-нибудь OnePlus 12R. Вот прям 100%. Пишите, нравятся ли вам такие железки. Я еще купил iQOO Z9S Pro какой-то. Там тоже специфический аппарат. И это специфический. Не забываем, что у меня есть еще прожарка на этот смартфон на канале Польза Стримы, где мы его гоняли в онлайне. И еще будет, скорее всего, обзор одним кадром, где я буду в течение 10-15 минут о нем вам рассказывать и показывать, как он может снимать в режиме нон-стоп в одинаковых с остальными смартфонами условиях. Подписывайтесь на канал с колоколом. Повторяюсь, девайсу за те деньги, что я его приобрел, однозначно да. В те же деньги я его плюс-минус и продам. Добра и удачи вам, дорогие друзья.